У людей масса тела не является постоянной величиной. Она меняется в течение жизни. Причем эти изменения очень индивидуальны. Один может быть стройным всегда, другой с возрастом похудеть, третий поправиться. Поэтому американские ученые задались вполне справедливым вопросом. Могут ли быть связаны каким-нибудь образом динамика массы тела и продолжительность жизни? Изучив данные медицинских историй 3700 детей и 4500 их родителей, исследователи действительно обнаружили такую корреляцию. Оказалось, что дольше всех жили люди, которые во взрослом возрасте имели нормальную массу тела, а к старости постепенно набирали избыточный вес. Речь не идет об ожирении, что, естественно, свидетельствует о проблемах со здоровьем. Речь о приемлемых отклонениях индекса массы тела от границ нормы, которые нельзя считать тяжелой формой ожирения. Итак, рейтинг долгожителей в соответствии с индексом массы тела выглядит следующим образом. Первое место. Плавно толстеющие по мере старения люди. Второе место. Те, кто на протяжении жизни поддерживали нормальный вес. Третье место. Оно досталось сразу двум категориям. Полным людям, которые всю жизнь имели проблемы с избыточным весом, и худым людям, которые никакими патологиями не страдали, но всегда находились на нижней границе нормального веса. Четвертое место. Те, кто, повзрослев, имели избыточный вес, а потом с возрастом худели. Пятое место. Те, кто к 31 году страдал от ожирения, и в дальнейшем ситуация становилась только хуже. Ученые не до конца понимают те механизмы, которые связывают избыточный вес и долголетие. Но факт остается фактом. Полнеть с возрастом, не доходя до патологических состояний, это не только нормально, но и полезно. Существуют исследования, которые убедительно показали, если в 50 лет у вас будет небольшой лишний вес, то можете смело рассчитывать на дополнительные 19 лет жизни. Главное — не переусердствовать и следить, чтобы этот избыточный вес был примерно на одном и том же приемлемом уровне. Нужно сказать, что к среднему возрасту практически все люди начинают толстеть. Новые научные данные говорят о том, что в этот период начинают давать сбой молекулярные настройки стволовых клеток. Вроде бы с возрастом клетки нашего организма должны утрачивать свою активность. Но у стволовых клеток как раз все иначе. Когда человек достигает среднего возраста, они ни с того ни с сего решают поставить рекорд в производстве белого жира. Он, в отличие от жира бурого, не сжигается, а накапливается, формируя лишний вес. Ученые это выяснили, когда молодым лабораторным мышам пересаживали стволовые клетки от старых сородичей. В результате они тут же начинали толстеть, у них ухудшался обмен веществ и развивалась нечувствительность к инсулину, которая является одним из признаков диабета. А вот когда стволовые клетки пересаживали от молодых мышей к старым, то никаких изменений не прослеживалось. Это значит, что стволовые клетки изначально не обладают склонностью к формированию большого количества белого жира. Она появляется у них только с возрастом. Более того, в их команде есть особая подгруппа клеток, которая отвечает за производство именно избыточного количества жира. Они проявляют аномальную активность, очень быстро делятся и производят множество зрелых жировых клеток. Но не стволовые клетки являются истинными виновниками торжества, а сигнальный белок лейфер — лейкемия, ингибиторный фактор-рецептор, рецептор фактора ингибирования лейкемии. Этот белок посылает специальные сигналы, подстегивающие стволовые клетки. Если подавить активность лейфер, то жировая ткань у пожилых мышей перестает увеличиваться. При этом молодые мыши на такое подавление вообще никак не реагируют. Хорошая новость в том, что скорость старения стволовых клеток можно до определенной степени регулировать, меняя контекст. Да и сигналы, связанные с лейфер, они тоже должны откуда-то получать. А значит, до создания лекарства, которое сможет нейтрализовать возрастную активность стволовых клеток, рукой подать. Но если вы хотите прибавить себе 19 лет жизни, можете, не дожидаясь появления нового лекарства, контролировать свой вес уже сейчас.
Если вам понравилась эта информация, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями. Проверьте свою подписку на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ваша реакция — очень мощный стимул.